Привет, друзья! С вами Артем Камалетдинов и Сергей Полянский. Мы новые гитарные. На самом деле не такие уж и новые, мы старые гитарные эксперты, потому что вот эти чуваки, которые были до нас, мы поняли, что это не эксперты ни разу. Поэтому мы решили все-таки прийти со своим экспертным, настоящим экспертным мнением и немножко рассказать вам про очень классный, интересный прибор. А прибор у нас сегодня Joyo Jambox 3. Да, классно, что он, на мой взгляд, небольшой. Здесь, кстати, есть очень много выходов. То есть, выходов тут не супер много, их всего 2, но есть вариант включить джеками или XLR-ами. Это не часто можно встретить в приборах подобного уровня. То есть его, в принципе, можно использовать уже как нормальный прибор для живой работы. Как профессиональные эксперты мы начали с того, что воткнули джек вместо инпута в аутпут и не поняли, почему ничего не работает. Вот. Но потом, естественно, мы все разобрались. Слушай, как звуковуха он же тоже может работать. Да, он работает как звуковуха, то есть может подключить прибор к компу. Для компа есть отдельное приложение, в котором подстраивается вся цепочка эффектов, усилков и всего, что тут есть. Вот. И можно прям писаться в него. То есть не нужны никакие дополнительные аудиокарточки. Да, это классно. Воткнули джек, настроили звук и поехали вперед. Вот, отдельный прикол здесь. Мы можем сейчас про это рассказать, можем, конечно, потыкать кнопочки и посмотреть, но я немножко забегу вперед, скажу про то, что здесь есть импульсы кабинетов. Вот, тут их, насколько я помню, 26 встроенных, и есть возможность еще подгружать свои импульсы. Это очень круто, потому что, опять же, в приборах этого уровня, да, такого, то есть небольшого, относительно недорогих приборов, это не часто можно встретить. Давай посмотрим, что тут есть вообще, что за интерфейс, как с этим работать. Давай, так, что я вижу? Тут, в принципе, все подписано. Я думаю, что вот так вот включается перегруз. Давай начнем с этого. FX, это, собственно, как цепочка эффектов. FX-компрессор, Distortion Overdrive, усилок, кабинет, Noise Suppressor, то есть шумодав, эквализация, эффекты модуляции, дилей, ревер. Почему вот так это все должно быть? Всегда все on должно быть, всегда все включено, все лампочки должны гореть. Шутка. Что еще есть? 3 кнопки. Они металлические, я так понимаю, что должны быть долговечными. Если нажать 2, переключаются у нас банки. Если нажать другие 2, переключаются банки вниз. Вот. В каждом банке у нас по 3 пресета. Что еще есть? Есть еще на каждой кнопке какие-то надписи. Если сделать вот так вот, долгое нажатие, да, включается тюнер у нас. Так, выйти обратно. Так, да? Ага. Это у нас лупер. И самое интересное, драм-машина. Блин, удобно тоже. И главное, что все подписано, все понятно.
Да, и для драм-машин есть у нас отдельно здесь менюшка ритм и тэп. То есть если вы играете на сцене, например, или любите играть дома стоя, можете включить драм-машину ногой, а если у вас процессор лежит на столе, можно все это сделать ручками, просто нажав на кнопки. И еще есть блок контрольных кнопок, да, то есть кнопка, которая отвечает за какие-то основные функции этого процессора, основные настройки. Кнопочка Play — это кнопка, которая нас всегда возвращает в основное меню. Кнопка System отвечает за системные настройки. Кнопка Save — сохранение ваших пресетов. Global EQ — это кнопка, которая вводит меню глобальной эквализации, то есть эквализация, которая работает на весь, то есть звук, который уже выходит с вашего процессора, то есть она влияет на все пресеты, которые вы настроили, которые есть в процессоре. Кнопочка EXP отвечает за настройки педали экспрессии. Здесь одна у нас встроена, и есть возможность подключить еще педали экспрессии. Их можно здесь откалибровать и еще как-то настроить. И кнопочка Control, которая очень такая самая секретная кнопка, на мой взгляд, была. Но немножко повозившись, мы поняли, что она делает. Здесь можно выбрать из вариантов, которые представлены. Здесь, собственно, вся наша цепочка представлена. Да, вот они все надписи, которые есть здесь, они есть теперь здесь. Вот, здесь можно выбрать какие-то блоки. Ну, короче, как сцену сделать. Ну, типа того, да. То есть, если, например, вам нужно отключить сразу несколько блоков вашей цепи в какой-то момент выступления композиции, ну, в общем, неважно, то можно их заранее выбрать здесь. Вот. Любые. И впоследствии там путем нажатий двух кнопок можно зайти вот в эту менюшечку. Да, включается. Включается то, что мы выбрали, и отключается то, что мы выбрали. В общем, достаточно удобная история. Я думаю, что, да, рассмотрели мы, наверное, все, что можно было посмотреть касаемо интерфейса и управления. Давайте послушаем, как звучит этот монстр. Ну что, друзья, давайте теперь начнем с пресетов, послушаем, как и что звучит. Давай прям вот рандомно с первого начнем, к примеру. На удивление чистый звук. «65 Twin» называется. Давайте прям второй сразу. Прям такой брейкап у него, олдскульный. Такое, да. Ну, British 800. Да, интересно. Давай прям, может быть, вот рандомно, да, не на второй банк, а вот куда-нибудь дальше. Рандомайзер. Вот прям. Рандомайзер. Слушай, мне кажется, у меня гитара немножко не для таких звуков. Давай по названию. Давай я потыкаю. Да? Давай. Ой, питчшифтер сразу. О. Ну, приятненький такой, да? Но, конечно, ядовистый чуть-чуть, но можно, мне кажется, подрулить.
конечно, понять можно будет только, на самом деле, как он звучит. Это, его записав в микс в какой-то, и, поиграв на нем вживую. И только тогда станет ясно, насколько он на большом звуке, на состоятелен. Понятно будет. Вот, так вроде прикольно. Вроде прикольно, неплохо. Ну что, давай попробуем нарулить какой-то свой пресетик. Давай, самое интересное. Вот, первый вопрос, который я всегда себе задаю, какой я хочу нарулить пресет. Чистый или нечистый? Слушай, не чистый однозначно. Какой-то перегруз, может, в стиле 80-х что-нибудь такое? Давай попробуем. Можно, конечно, начать с того, что взять за основу какой-то уже готовый пресет, который здесь есть, да, и его начать перекручивать как-то, но мы не пойдем легким путем, начнем с пустого пресета. Вот так звучит у нас DI-гитара через этот прос. В принципе, уже звук неплохой, можем закругляться и идти домой. Ладно, шутка. Можно двигаться по порядку, то есть, идти слева направо, нажимая каждую кнопку, включая каждый блок, или тот блок, который нам нужен, вот. Но я всегда начинаю с блока усиления. Нажимаем на кнопку Amp и видим усилок номер 1 ES65DLX. Это, видимо, какой-то Fender 65-го года, Fender Deluxe. Мне кажется, это точно не то, что нам нужно. Можно смело дальше прям... Так, прокручиваем до чего-то знакомого. Вот British 800, например. Ну и мы слышим звук голого усилка, звук без кабинета, поэтому следующий блок, который нам нужен, блок кабинета. Попадаем в блок кабинетов. Здесь у нас на выбор есть несколько, видимо, микрофонов, и почему-то в блоке кабинетов можно выбирать лампы для усилков. Видимо, это кабинет Marshall 1960 4×12, замэтченный к голове Marshall 800. Ну-ка, как это? Соответственно, если он нам не нравится, можно покрутить еще кнопочки, послушать другие кабинеты. Я предлагаю вернуться все-таки к блоку усилка, немножко покрутить здесь настройки, потому что здесь все сейчас стоит у нас на 50%, на 12 часов. Вот, а потом вернуться к кабинетам. Например, гейн мы сейчас сделаем побольше. Гейна можно прям побольше, да. Но мне кажется, для нашего звука нужна еще грелка какая-то. Не особо он такой получается. Да, не особо нагруженный. Мясистый. Так. Вот уже фончик появился. Фончик появился. Да, здесь есть... Все, в принципе. Чтобы подогреть усилок, можно, конечно, наверное, взять какую-нибудь педаль драйва, подходящую под него.
Барби ДД. Да, интересно, что это значит. О, давай 57-й оставим. Ну, классик. Так. Может, Presence бы я подснял. Может быть, Гейна еще подснять. Давай посмотрим, как работает шумодав. Так. Хорошо прям, слушай. Да? Ну-ка. Нормально, он даже как бы даже не поджирает вроде. Да, можно даже побольше, если чуть-чуть делать его. Ну, что здесь? Можно дополнительный эквалайзер включить в цепь, если нужно. Вот. Можно, например, его назначить как раз на функцию control, чтобы, например, делать сольный звук, отличающийся от звука ритм. Да, это я только про это хотел сказать, да, что как бустер вот, можно. Да, при помощи эквалайзера. Вот. Можно включить какую-нибудь модуляцию. Ну и можно сверху накинуть немножко дилея и ревера. Давай, да, дилей послушаем. Давай отключу, наверное, модуляцию и врублю еще ревер сверху. Ну, слушай, вроде неплохо. Да. Неплохо, правда, ну, лично мне вот здесь не хватает немножко настроек, отдельных настроек эквализации для дилея. У ревера тут есть крутилочка тон, которая за это отвечает, видимо. А у дилея такой штуки нет, но я думаю, что можно и без этого обойтись вполне. Ну, такой достаточно олдскульный, как бы, пресет получился. Ну да, за 3 секунды буквально накрутили. То есть... Олдскул за 3 секунды. Ну что, попробуем нарулить что-нибудь потяжелее. Тяжелее, да. Давай. Так, пустой пресет. Как это звучит?
Нормально. Отлично. Погнали тогда в секцию усилков. Так, ну, вначале это нам уже не интересно. Давай что-то вот, да, к таким названиям. Я считаю, что там сейчас сразу должен быть такой шум, чтобы мы сразу поняли, что это то, что нужно. British, Brown, Black Hole, Diesel, да? Дизель? Интересно. Дизель там какой-то есть чистый, есть какой-то перегруженный, наверное, B. Наверное, B. Вот оно. Да. Оставляем. Оставляем, погнали. Кабинет. Ну вот сразу... Да, здесь к усилкам сразу матч кабинетов идет. Это, кстати, достаточно удобно, если вы не знаете, что вам нужно. Вот, в принципе, ребята из компании Joy сделали выбор уже за вас. Но можно покрутить и найти что-нибудь свое. Вроде неплохо. Ну, 4. Мне кажется, да, все-таки 4 на 12 и дизель, да, к дизелю. Кажется, можно немножко накинуть гейна, вернуться в блок эмп. Можно накинуть гейна, да. Чуть-чуть. А не хочется еще гейна? Да, еще гейна. More gain. Ну что, предлагают драйв, да, поставить? Да, давай ставим драйв. Этот... Да, только заранее нужно прибрать, наверное, гейн. Тут, кстати, очень удобная штука в том, что все настройки педалей, они сохраняются при изменении самой педали. То есть, когда вы меняете модель вашей педали, настройки все остаются прежними, то есть они не сбрасываются к основным. Это удобно, да, потому что... не пересохранять там кучу раз. Да, например, если мы ищем сейчас, вот как сейчас, да, вы ищете грелку к вашему усилку, то вы можете послушать характер звучания каждой педали, не изменяя настройки гейна, например. Потому что гейн нужно убирать в реальной жизни в ноль, либо почти в ноль. Вот. И в этом процессоре, собственно, то же самое. Ну и можно, наверное, включить сразу Noise Gate, потому что уровень звука... Ну, сразу. Шума моря зашкаливает. Давай послушаем, что у нас получается. Ну что, неплохо. Неплохо. Компрессор будем ставить, нет? Или... Ну, можно попробовать поставить компрессор. Это, конечно, такая история, в общем, я бы в данном пресете не стал бы. Я, в принципе, как бы тоже, да, не очень... Есть чуваки, которые любят компрессоры. Уважаю. Да, прям в мега хай-гейн звуке еще компрессор воткнуть. Ну, небольшой. Можно вот эквализацию посмотреть, допустим, да? Чуть-чуть. Да, можно отсюда какой-нибудь там середину вырезать.
Ну, эквалайзер, кстати, прям реагирует очень, очень нежно. То есть вот прям одно деление убираешь, и прям слышно. Это прикольно. А модуляцию будем? Нет? Да, можно угореть. Может быть, здесь есть хорсы какие-нибудь интересные? Ротари, ничего себе, круто. Ну-ка. Конечно, не для хай-гейн звука эффект, ну хотя, как кто знает. Очень-очень интересный эффект, мне очень нравится ротари. Ну, такой, к Заквайлду такая отсылочка. Вот, кстати, по поводу хорусов, очень интересно, можно с помощью хорусов добиваться результатов. Несмотря на то, что очень многие привыкли использовать хорус для чистого звука, вот, для хай-гейна тоже очень прикольно можно придумывать истории, особенно на каких-то лидовых партиях, на длинных нотах очень круто звучит хорус. Такой а-ля Корн, всяких эффектов можно добиваться, либо чего-то такого своего экспериментального. Ну, и можно там тоже дилей с ревером, например, отключить блок модуляции, навесить дилей с ревером, послушать какой-нибудь лидовый звук. Ну, кстати, достаточно неплохо. Мне кажется, если посидеть еще немножко и поковырять ручки, и можно... Можно прям, да, что-то прям серьезное может получиться. В общем, друзья, прот супер-мега универсальный. Звучит хорошо, выглядит классно. Сделан из металла, кнопки металлические. Поэтому сделан из металла для металла. Ну ладно, не только для металла, для всего. Вот. Давай посмотрим отдельно эффекты, которые здесь есть, потому что, видимо, это очень многих интересует. Давай. Начнем с фейзера. Прям самый наш первый эффект. Вот несмотря на то, что здесь написано фейзер и звучит фейзер, под этим именем секретным скрывается, скорее всего, скрывается какая-то реальная педалька, которая зашифрована этим названием, и она здесь моделируется, собственно, как и все остальные эффекты. Сейчас я быстренько покручу через все, и, наверное, остановлюсь на каких-то самых интересных и прикольных эффектах, которые есть в этом процессе.
общем, да, получается 18 эффектов модуляции. Мне показалось, что некоторые из них, видимо, в силу того, что невозможно воткнуть прям большое количество настроек в какие-то конкретные педали, они разделили, то есть одну педаль, получается, на две. То есть там какая-то одна настройка — это одна педаль, а вторая настройка — это, получается, вторая педаль, ну, вот в данном процессе. Вот. Так достаточно большое количество эффектов на все вкусы и цвета. Вот. Поэтому клево, что здесь столько всего есть. Ну, в принципе, как и должно быть в современном процессоре эффектов, должно быть куча всего на все случаи жизни. Что, давай посмотрим дилеи. Давай, да, выключим модуляцию. Да, и включим блок дилей. Дилейчик. Сейчас я их сброшу до номера 1. Ну, по-моему, все по классике, да, цифровой, аналоговый, тейп. Да, пинг-понг. В общем, дилеев тоже есть несколько, целых 9 штук со своими настройками, поэтому перейдем к блоку реверов. Ну, с реверами такая же история, тоже их тут 7 штук. В общем, всякие классические вещи, типа Room, Spring, Reverb, Plate, Hall. В общем, все здесь есть. Опять же, с 4 настройками. Настройки, правда, везде одинаковые, да. Но как бы это и плюс для кого-то минус. Но, тем не менее, небольшое количество настроек компенсируется вариантами реверов. Поэтому на свой вкус вы точно что-то найдете здесь. Угу. Так, давай посмотрим раздел FX-Comp. Если с компрессией более-менее все понятно, то посмотрим, что здесь есть из эффектов. Здесь есть квакушки, несколько вариантов. Угу. Там, ну, компрессор, понятно. Да, этот блок сейчас у нас выключен. А квакушка, кстати, включается очень классическим способом. Хотя так не скажешь нажатием на педаль. Потому что здесь нет никаких кнопок. Это какая-то магия. Вот. Да, видишь, сразу... Да, сразу загорелся блок. Активировано. Ну, попробуй. И также она и выключается. Так, что здесь есть еще? Здесь есть автовау. Он, наверное, включается вот просто нажатием на эту кнопку. Типа как автовау с чем-то еще, как ротари. Нет, это скорее изменение формата. То есть как будто это толкбокс.
Да, и 2 компрессора здесь есть еще на выбор. Так, предлагаю вернуться к квакушкам и еще немножко рассказать о педали экспрессии. При нажатии на кнопку EXP здесь появляется менюшка, которая позволяет нам выбрать между педалями экспрессии, но так как у нас сейчас внешних педалей нет, то будем работать с педалью, которая у нас на борту. Если при нажатии на кнопки Value появляется менюшечка вот такая, Function, Calibrate и Merge. Вот. В разделе Function мы можем назначить на педали экспрессии очень много различных функций, ну, начиная от квакушки классические, да, и, в общем, заканчивая всякими отдельными настройками почти во всех блоках нашей цепи. Например, сделаем сейчас изменение гейна в усилке. Вот подобным образом можно менять множество параметров. Ну что, у нас осталось несколько функций нерассмотренных. Это функции драм-машины и лупера. Предлагаю их объединить вместе. Да, давай совместим. И посмотреть, как это может быть в жизненной ситуации, когда вам нужно сыграть что-то на гитаре с барабанами, но есть только этот процессор и гитара. Вот. Да, давай начнем с ритма какого-то. Войдем. Да, слушай, можно прямо его оставить. Да, вот, оставим прямо этот грув с BPM 113. Очень такой классический BPM. Все попсовые песни написаны 113 BPM. Вот. Так, ну оставим этот грув, и я сейчас зайду в блок лупера и, собственно, попытаюсь тебя записать и воспроизвести, и сделать это ровно и с первого раза. Ну, поехали. Давай. Будет интересный эксперимент. Да, давай попробуем теперь сверху солячок. Давай. Ну, по-моему, все очень клево. Я думаю, что да. Если еще подзаморочиться, можно в лупере записать несколько овердабов, да, то есть несколько партий и сверху... Ну да, сделать полноценную композицию. Да, прям как, в общем, классические чуваки с луперами и делают. Вот, все есть в этом процессе, все возможности для этого есть. Плюс к этому есть здесь множество различных ритмов. Не обязательно останавливаться на том, на котором мы остановились. Плюс здесь можно выбирать еще и темпы, можно делать быстрее, медленнее, поэтому, в общем, дерзайте. Короче, полный набор, да. Да. Все заканчивается вашим воображением. Ну что, друзья, какие выводы по этому процессу? Значит, лично мне очень понравились усилки, кабинеты. Есть прям парочку очень удачных, мне прям зашли.
А потом дальше функция сцены, то, что ты нажатием одной кнопки выключаешь выбранную тобой комбинацию эффектов или вообще выключаешь все, не знаю, если как бы есть такие, кто решится это будет кто делать. Очень прикольно то, что есть драм-машина, которая работает вместе с лупером, и можете комбинировать, делать полноценный перформанс. Собственно, форм-фактор тоже, что в такую маленькую коробочку очень качественно и круто сделано, запихнули столько функций. В общем, функционал большой, а дальше уже ваше дело разбираться и крутить пресеты, кому какой нравится. Да, мне тоже, кстати, это понравилось, то, что проц реально маленький. У него на вид, по крайней мере, очень прочный металлический корпус. Вот. Надеюсь, что это не только на вид, но и на самом деле он может выдержать множество концертов, репетиций и вообще всяческих нагрузок. Вот. Звук прикольный относительно его стоимости. Я думаю, что даже очень прикольный звукан. Круто, что здесь есть, помимо того, что здесь есть куча всяких различных примочек, там, эффектов модуляции, дилеев и реверов, и он моделирует усилки. Здесь есть импульсы, плюс ко всему он еще работает как аудиокарта. Вот, это, на мой взгляд, супер удобная функция. Слушай, импульсы же закачивать еще можно же. Да, можно еще свои импульсы втыкать. То есть, если вы, например, турите, можете взять с собой компьютер, этот проц, и помимо того, что он будет вас выручать на каждом концерте, так еще и помимо концерта вы сможете заниматься или записывать ваши новые идеи прямо на ходу, используя тот же самый прибор. Так что очень, очень классный. В целом мне очень зашел этот прибор. Конечно, было бы интересно немножко подольше с ним повзаимодействовать, чтобы как бы более полную картину составить. Но вот первое впечатление у меня очень даже положительное. Ну и круто то, что все интуитивно понятно, то есть не надо проводить там часы с да. В некоторых процессах это не редкость, когда вообще ничего не понятно, вот, поначалу, и чтобы хоть чего-то добиться, от него нужно провести час или два, просто листая мануал и разбираясь, куда вообще нажимать. Да, здесь все просто и круто. Друзья, обязательно оставляйте ваши комментарии под этим видео, если у кого-то, например, есть опыт работы с этим процом, и вы уже опытный пользователь и много чего знаете то, чего мы не сказали в этом видосе, обязательно оставляйте, пишите ваши комментарии. Какие ваши любимые пресеты, допустим, интересно? Кстати, по поводу пресетов. Насколько я знаю, у них на сайте есть какие-то даже пресет-паки от даже известных чуваков, типа Ола Энглунда, например. Так что можно загрузить туда пресеты и послушать настоящий чаг-метал или... Да, было бы прикольно. Да, или какие-то другие пресеты от других музыкантов. Всегда интересно послушать, что они там себе нарулили. Поэтому обязательно оставляйте ваши комментарии, также ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите в соцсети и увидимся с вами в следующих видосах. Пока! Или вот так. Function. Что? Здесь еще каких-то куча есть функций у педали экспрессии. Надо это сейчас сюда сказать просто. Что на самом деле она не просто... Что это значит?